Вы не поверите? Вы только посмотрите, у нас уже наступает весна. Вот здесь погода очень переменчивая. Несколько дней назад у нас лежал снег. Ну как снег лежал? Чуть-чуть припорошил. И через пару часов растаял. Наверное, все знают, что Нидерланды – цветочная страна. Но вот, наверное, не каждый знает, что на свидание мужчины-голландцы к вам не придут с букетиком цветов. Это здесь не принято. Помните об этом, милые дамы. А вы знаете, почему так происходит? Потому что здесь считается, что женщины сами могут купить себе цветы домой. Цветы в Нидерландах не являются предметом роскоши или элементом ухаживания. Везде стоят живые цветы. От кафе до гостиницы, до ресепшн офиса, у домашнего врача, в больницах, у зубного врача. То есть это обычный атрибут голландской жизни. Вот такие предлагают здесь у нас цветы. Вы знаете, вот раньше вот таких искусственных никогда не было в продаже. А сейчас их столько много. Но вот здесь в Альберхайне, в других магазинах я не видела. Но я не люблю искусственные цветы. Это так, между нами говоря, пылесборник. Нет, не люблю. Вот такие цены. В принципе, здесь можно купить 2 букетика, самой соединить, упаковать, и вам подарок готов. Либо вот готовый букет. Вот эти букеты, смотрите, сегодня за 8 евро. В принципе, это недорого. Это хорошая цена. Ну, он небольшой, но такой милый, правда? Это вот уже по 15 евро. Вот там за 6 евро. Вот такие весенние букеты. Но цены выросли на цветы, их сейчас меньше покупают. Раньше вообще была всегда традиция, все голландцы покупают обычно цветы по субботам. На рынок идут, либо в магазинах. А вот сейчас, смотрите, что-то люди не бегут, потому что цены-то кусаются, зарплаты-то особо не поднимают. Вот 17,50. Тоже букетик, пару веточек за троечок. А знаете ли вы, если вы идете на концерт или на какой-либо спектакль, премьеру, здесь не принято дарить цветы артистам. На вас будут смотреть удивленно и вопросительно. Цветы получают здесь артисты только от организаторов, либо спонсоров концерта. Тюльпанчики, розочки, 2 упаковочки за 5,50. А вот на тюльпаны цен не вижу. Ну, наверное, тоже так же. На день рождения цветов практически здесь не дарят. На работе тоже нет, если только у вас не юбилей. Знайте об этом.
По желанию именинник может угостить своих коллег флаем. У нас на работе кто-то приносил, кто-то не приносил. То есть каких-то определенных правил в этом вопросе на работе нет. 8 марта цветы. Ой, забудьте, здесь нет такого праздника, его нет. Но в моей семье эта русская традиция, конечно же, есть. Она была и в немецкой семье, она есть и в голландской. И мужу приходится вручать цветы не только мне, но и, конечно же, моей маме. При этом он часто говорит: я женился на тебе, а получил в подарок еще и чемодан. Твою маму. Вот такой при этом голландский юмор. Но вы, наверное, спрашиваете себя, а когда же здесь дарят цветы? Например, если вы заболели, я не говорю о недельке больничного листа. Нет, если вы серьезно заболели или у вас какой-либо юбилей, вам могут вручить на работе букет цветов, либо прислать этот букет с доставкой на дом. И этот букет вы получаете на деньги от вашего предприятия. Ни о каких сборах речи здесь не идет. Часто при увольнении вам тоже могут вручить букет цветов и пожелать вам всего самого доброго в вашей будущей карьере на новом месте. Вы знаете, голландцы народ предприимчивый, дипломатичный, расчетливый. Из 4 предприятий в 3 случаях я получала цветы. И из 4 предприятий 2 фирмы еще организовывали прощальный вечер в ресторане. Все, конечно же, зависит от предприятия и от вас, вашей интеграции в этом предприятии. Так что тоже знайте об этом. А мы сейчас идем с вами в иск. Вот такая подушечка, 10 евро. Давайте посмотрим, какие у вас цены, у нас. Сравнивайте сами. Ну, это недорогой магазин, но в принципе комбинировать здесь что-то найти для дома всегда можно. Вот в прихожую, смотрите, какая милая, да, за 200 евро 175. €175 кресло. Я мой. Вот 2 подушечки себе выбрала. Вот они стоили 39,99, 40 евро за 25. Поменяю 2 подушки, потому что старые нужно стирать. Сейчас дождь. Какая стирка? Ну какая может быть стирка зимой? Летом тогда. Я думаю, она хорошая. По крайней мере, она похожа на то, что у нас сейчас. Но я смотрю, вот размеры изменились. Размеры стали почему-то больше. У нас 50 на 60, а теперь, я смотрю, делают стандарт 60 на 63. Не знаю, наволочки у меня пройдут или нет. Вот тапочки, кому интересно.
Вы знаете, вот такие наборы для друзей, как говорится, для гостей в Нидерландах, такого вы не увидите. Это покупают немцы. Вот в Германии, да, они их используют для гостей, а в Нидерландах вы не увидите. Вот они стоят, эти наборчики, 10 евро. Я думаю, это хороший подарок вот так вот для немцев. В гости идете и, как говорится, небольшой такой сюрпризик. В Нидерландах нет. Вы нигде не получите тапки, только в обуви. Даже вот дома ходят в обуви. Вот если придешь без звонка, они все как вот при параде. Но у меня дома все ходят в тапках. Сразу приучила. Сразу. И немца приучила сразу к порядку. Ну, это же удобно. Всю грязь тащить в дом. Ну, а вот сестры мужа нет, они ходят в каблуках, в сапогах, даже в сапогах, весь день в сапогах, представляете? А они в тапочках не ходят. Не знаю, сколько там штук, ну, пар, я думаю, пар 5. Смотрите, да. Какие милые тапочки за 7,50. Кому интересно, аксессуары для дома, коврики, вот такие цены. Вот такие у нас здесь цены. Вот такие здесь у нас полотенца. Как вы видите сами, чисто вот такие вещи для дома покупают и решают все вместе. Вот везде пары везде. Вот такие подушечки на стулья. Знаете, можно в сад, на кухне. У кого сколько фантазии хватит. В спальню, в комнату. Голландцы вот такое любят. Они любят. Всякие вот корзиночки для ванной, для туалетов, покрывальца. Здесь очень много. Вот здесь скатерти. Вот Новый год прошел, а они все с уценкой. Если можно, мой такой небольшой советик. Когда вы переезжаете в другую страну, знайте, ваша жизнь начинается с белого чистого листа. Никогда не берите свой багаж, свой опыт, который у вас был там. Менталитет голландцев нельзя сравнивать с менталитетом людей в постсоветском пространстве. Ну никак. Я надеюсь, что мой фильм и мой опыт кому-то пригодится. И будет счастье вам. Всем мира, счастья и добра. И пусть у нас все будет хорошо. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Goed, schat. Heel goed. Ja, goed zo.